Беспроводные наушники, но не ТВС, ведь между ними шнурок. За 10 минут заряжаются до 10 часов автономного проигрывания музыки, но только от зарядки, которая поддерживает родную технологию Warp Charge. При соединении магнитами ставят музыку на паузу, но только с телефонами OnePlus. Плюсов много, но и минусов хватает, и если говорить, что они идеальны, то только с приставкой почти. Tube 289, всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня специально для тех, кто решил раскошелиться и купить топовые наушники на шнурке OnePlus Bullets 2, я расскажу вам о них максимально кратко, быстро и емко, и как всегда самое интересное будет в конце. Начнем. 5 фактов и 5 недостатков. Первое. Коробка ультра премиум, и дарить приятно, и распаковывать интересно. Выглядит максимально цветасто, дорого и фирменно. Второе. Комплект инструкция, брошюрка о гарантии, уши, 3 пары сменных амбушюр, мини-кабель зарядки и силиконовый яркий чехол для переноски, который в моем случае пах какой-то химической гадостью около суток. Неприятно, когда в таком продукте запах химии. Третье. Цена топовая. OnePlus зарекомендовал себя как топовый бренд и ломит сейчас топовые цены. 27 числа, как вы видите, на распродаже на Алиэкспрессе цена будет $93 США с учетом доставки. И что не безумно дорого, но точно не дешево. По такой цене ТВС наушников продается довольно много. Кстати, купить эти наушники вы можете по ссылке в описании, также посмотреть, какой именно кэшбэк использую я. И кто не подписан, подписываемся. На канале раз в 2 недели розыгрыш между подписчиками, можно выиграть фитнес-браслет Mi Band 4. Все очень просто и рандомно. Разыгрывается все всегда на стримах. Стримы сохраняю. Четвертое. Амбушюр, как я сказал, всего 3 пары. И довольно странно, что как в первых буллетах, здесь нет спортивных амбушюр. А при беге на длинные дистанции они очень бы помогли. Качество штатных амбушюр хорошее. Пятое. Форм-фактор, как вы уже заметили, наушники-затычки на шнурке. Чтобы вы не путали, еще раз напоминаю, что это не ТВС наушники, потому что между ними провод. Шестое. Автономность 14 часов. Аккумулятор на 600 махов. При 10-минутной зарядке аккумулятор выдает 10 часов звучания. Для полного заряда необходимо заряжать всего 20 минут и получите 14 часов звучания. Но для этого необходимо использовать зарядку, которая поддерживает стандарт компании Warp Charge. Седьмое. Форм-фактор зарядки Type-C, притом вход ничем не прикрыт, что выглядит довольно странно. Но в первых буллетах было так же, и проблем вроде бы у пользователей с этим не было. Отсутствие заглушки на Type-C-шном входе особенно странно, учитывая 8-й пункт. Защита от влаги есть, но она не категорирована согласно IP рейтинга. Дождя и пота можете не бояться, я проверил. Про случаи их утопления я не читал. Девятое. Вес всего 33 грамма. На шее не ощущаются совсем. При беге по ключицам не бьют. Длина шнурка достаточная, а именно 84 сантиметра. На любой шее будут выглядеть аккуратно. Десятое. Управление осуществляется через пульт. Увеличение и уменьшение громкости, переключение песен, ответ на звонок, сбрасывание звонка, пауза и воспроизведение, вызов голосового помощника. На левом блоке есть также функциональная кнопка для переключения между сопряженными устройствами. И диод-индикатор зарядки и подключения. Он здесь всего один. 11. Кодеки все какие только есть, включая и здесь внимание aptX HD. Но вот нет кодека AAC. Упакованы наушники, конечно, по полной. Уши поддерживают подключение к нескольким устройствам, все кнопки механические, прорезинены, и это очень хорошо. Сенсор ведь всегда плохо. 12. Сами уши имеют 3 драйвера, которые обеспечивают усиленное звучание низких частот. Но это если из рекламного проспекта, что я не особо заметил. Каждый наушник имеет 2 сбалансированных драйвера якоря для работы со средними и высокими частотами, которые неплохо отрабатывают, и 1 динамический драйвер для работы с низкими частотами. Кратко, по 2 арматурных драйвера и 1 динамический излучатель. В ушах выглядят как обычные проводные затычки на шнурке. Креплений по типу плавники, как в первых буллетах, повторяюсь, нет. 13. Микрофон, мое мнение, довольно хороший, с работающим шумодавом. Немного хуже, чем на вторых фрибатсах, и, конечно же, хуже, чем в AirPods, но довольно качественный. Вот вам несколько примеров работы. Тест микрофона Bullets 2, очень сильный ветер. Я нахожусь на крыше, и вокруг строительная работа. Как слышите, вроде бы микрофон отрабатывает неплохо. Bullets 2, тест микрофона у дороги, довольно много машин, плюс ветерок. Насколько слышно, сами можете оценить. По моему мнению, довольно хорошо.
хотя движение не такое плотное. Наушники Bullets 2, тест в помещении, здесь не идеально тихо, но мне кажется, что микрофон справляется с тем, чтобы гасить посторонние шумы. Не идеально, но опять же, по моему мнению, хорошо. 14. Bluetooth версии 5.0, задержки нет, цвет только черный, в отличие от первых буллетов, где было два варианта цвета, с красными вставками. В отличие от тех же типов Huawei, FreeTie, у которых цветов довольно много, у вторых буллетов всего один. 15. Громкость, конечно, беспредельная, детализация просто идеальная, нереальная для такого форм-фактора середины и высокие частоты. Звук очень похож на Meizu Pop, только громче и богаче, никаких обрывов и рассинхрона, что неудивительно, ведь наушники на шнурке или перебоев в работе, даже в людных местах с большим количеством Wi-Fi сетей нет. Ловят наушники на расстоянии минимум 25 метров, и через две стены от источника звука они ловят свободно. И теперь 5 простых, по моему мнению, довольно весомых недостатков. Первое. Для такой цены очень посредственный бас. По мне он не ужасен, но даже Redmi AirDots за $15 качает басы с лучшим перегрузом. Может быть, они грязнее, но лучше. И в буллицах басы внятные и чистые, но недостаточно плотные. И я считаю это основным минусом, потому что мы очень любим, когда что-то качает низкие частоты. Второе. Великолепная шумоизоляция, но активного шумодава нет. На 80% громкости хоть под истребителем сидите. Слышно ничего не будет. А вот окружающие вокруг смогут просто отлично слушать ваши композиции и разговоры. Такая вот особенность. Третье. Спортивная составляющая. С штатными амбушюрами, даже с правильными размерами при беге ближе к 10 километру, уши у вас будут вылетать. Да и крутить склепку и работать на турниках в таких наушниках нельзя. Шнурки все такие, будут вылетать. Четвертое. Спецфункции, как заряд за 10 минут на 10 часов, возможны только с оригинальной зарядкой OnePlus с функцией Warp Charge. Но опять же, можете найти какую-то другую зарядку с этой функцией, но мне кажется, что это не будет довольно просто. А способность самих наушников вставать на паузу при склеивании за счет магнитов возможно только с телефонами OnePlus. С другими телефонами наушники при примагничивании будут просто отключаться от устройства. Пятое. Моментальное покрытие пылью самих наушников из-за тех же магнитов. Сами уши сразу покрываются жирными пятнами, хотя довольно быстро и просто протираются. И шнурки за такие деньги это, конечно, сильно. Не ТВС они совсем. Да и с яблочными девайсами уши работают не особо хорошо. Я напоминаю, что кодека AAC в ушах нет. Резюмируя сегодня просто, в своем сегменте проводных наушников за эту цену на данный момент это один из лучших вариантов. Я для проверки наушников в этом ценовом сегменте купил еще наушники Huawei на шнурке. В буллицах вторых классику слушать одно удовольствие. Звучание, комфорт и эстетика на высоте. Лично мне очень понравилась работа микрофона. Но как и любые устройства, эти наушники не лишены недостатков. Следующий обзор будет на ТВС наушники Hi-Lo GT1. Есть вопросы, пишите, отвечу всем. Подписывайтесь, чтобы стать участником розыгрыша Mi Band 4, который проводится на канале раз в 2 недели. В комментариях пишем, что еще купить. Полные условия и описание всех конкурсов всегда в описании к видео. На канале мата нет, минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим вам обеспечен. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.